Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Спасибо вам огромное за то, что вы со мной, за вашу поддержку, добрые слова и пожелания. Спасибо вам. Всех спешу поздравить с Новым годом, с наступающим. Желаю всем любви, здоровья, смеха, радости, благополучия, удачи во всем. Пусть сбываются все ваши мечты. Еще раз спасибо вам за то, что вы со мной. Тема сегодняшнего расклада. Что уносит старый год? Чем одарит новый? Для начала делаю сигнификацию вашу. Если срезонирует, вы себя узнаете. Значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Помним, расклады общие. Воспринимаем скорее как совет, чем как призыв к действию. И помним, всегда помним, только вы творец своего счастья. Вы все можете, все умеете, вы умнички. У вас уже все получается и будет получаться. И в новом году, и в принципе во всех наступающих и наступивших. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Начинается. Какая вы? Бог ты мой. Да когда же к нам перестанут эти павлины ходить? Да что же это такое? В каждом они раскладе приходят. Одно и то же. Вы мне говорите, сколько можно? Ну, если он пришел, этот товарищ, куда же я его дену? Кыш-кыш, брысь. Так, показано вы мне. Первая карта одиночества. Ну, странное такое сочетание, смотрите. Сама по себе эта карта муза. Яркая, харизматичная, энергетически наполненная. Как райская птичка, да? Сама по себе оптимистка, опять-таки веселая. Люди любят с вами быть рядышком, набираться от вас этой энергии позитивной. Элементарно даже можете добрым словом поддержать, да? Настрой у вас такой. Как бы хреново не было, извините, но может виду не подаете и думаете, а что делать? Ну и что? Мало ли у кого какие бывают в жизни проблемы. Ну и что теперь? Сложить ручки и не показывать признаков жизни. Я о чем говорю? О том, что несмотря на все, что бы у вас там ни происходило в жизни, вы строите тут планы какие-то, умнички. Тут не просто уже какие-то фантазии, не просто иллюзии там. А тут конкретно вы уже знаете, чего хотите, возможно, уже какие-то шажочки предпринимаете. При этом по вот этой карте мне показано, как будто бы вы уже своими планами особо с кем-то не делитесь, с кем-либо или в принципе, да, стараетесь держать при себе. При том, что на самом деле, я думаю, все у вас прекрасно с коммуникациями. Вы можете найти общий язык, тут, мне кажется, с любым человеком, было бы желание. Но желания у вас уже мало. По вот этой карте первая, это карта одиночки. Это человек, которому самой с собой хорошо и замечательно, самодостаточная женщина. Скорее вы говорите, да мне с собой кайфово, оставьте меня все в покое. Может быть, наоборот, хотите передохнуть, отдохнуть, набраться сил. Так как, повторюсь, очень много желающих подпитаться от вас этой энергией. Так, защищаетесь, видите, тут карта, вот щит такой, вы как закрываетесь. От кого? Тут павлин пришел, то, о ком я говорила. Очень часто проигрывается это мужчина, который, ну, самовлюбленный, эгоистичный, свои потребности, желания ставит на первое место. Ну, сейчас я уточню. Так. Но показано это уже время прошло, скорее всего, это история из прошлого. У вас была тут какая-то история, вполне возможно, вы хотели с этим мужчиной очень серьезных взаимоотношений. Тут карта верность, видите, семья, может быть, посчитали, что это ваша вторая половинка. Вот он такой единственный, я его ждала там чуть ли не всю свою жизнь. Он тот самый, или как будто бы вызывал в вас вот этот отклик. Потому что это неконтролируемое как-то даже было. Может быть, ни с одним мужчиной вы таких эмоций не переживали, не испытывали. Дьявол сюда же, я вам хочу сказать. Но начиналось, может быть, все так прелестно, да? Прелестно, прелестно. Мне кажется, вы тут планировали с этим мужчиной, знаете, как будто бы раз и на всю жизнь.
Ну, у каждого там разные встречи, в разное время вы встретились. Но карта дьявола и павлин мне говорит о том, что ну, пошло что-то не так. А что пошло, я уже это озвучила. Вполне возможно, мужчина привык к обожанию, к восхищенным этим глазкам. Постоянно говорю на этого павлина. Павлин — это характеристика на человека. У каждого из нас есть достоинства и, можно сказать, недостатки. Да? У этого товарища они тоже это все присутствует. Но он настолько может пропиариться, сделать акцент на своих достоинствах, настолько себя преподнести, влюбить себя, обаять, харизматичный, очень харизматичный. Тут дело абсолютно не во внешности. Внешность может быть разная. Тут умение себя, даже некрасиво скажу, но вот продать, подать. В него влюбляется, там, дифирамбы ему поют, он привык к этому. Недостатки есть, но он за счет вот этого оперения, он как распушил хвост, да, вот он себя так преподнес, и он так маскирует свои недостатки, что ну, на самом деле люди про них забывают и не знают. И потом в один момент, как у каждого из нас, эти не очень приятные истории могут выплывать на поверхность, да, узнают люди о его каких-то не очень красивых поступках, или он сам себя так проявляет. И это настолько проигрывается вот эта вот разница, да, вот это вот внешний этот облик и его какие-то не очень красивые поступки. Истории, какие-то темные дела из прошлого. Все мы не идеальны, но у него за счет вот этого вот образа настолько люди обольщаются, ну, в общем, влюбляются в него. И потом настолько же разочаровывается, может быть, из-за его каких-то проявлений, опять-таки. Опять-таки, карта время, мне показано, уже это прошло. Может быть, как у вас глазки открылись, да, повязочка с этих глазок, пелена спала, и вы увидели, ну, его настоящего. Дьявол — это, скорее всего, созависимые отношения, это роковая страсть какая-то, это, может, накрывало, где вы уже не контролировали себя, свои эмоции. Может быть, вот действительно, такая любовь, какая любовь, да. Тут у меня карта сущность. Мужчина. Ну, мужчина мог очень некрасиво себя, повторюсь, потом повести. Хотела сказать, подофигели вы чуть-чуть. Там, наверное, были шокированы какими-то его поступками, проявлениями. Настолько эта картинка отличалась от той, которую он мог создать. Так, дьявол. Ух ты, я спрашиваю, дьявол, это на вас все-таки, уточняю? Скорее, вы карта справедливость, завязанные глазки, опять-таки. Вы старались быть справедливой к самой себе. Может быть, хотели таких прозрачных, справедливых взаимоотношений. У кого-то элементарно хотели действительно справедливость, может проиграться, девочки. Это законный брак, законные какие-то взаимоотношения. Опять-таки, мне кажется, прозрачные. Вот, и даже если справедливость, да, чаша весов. Вы хотели давать эту любовь и хотели ее получать взамен. Ничего более. Ну, у кого-то там законный брак хотел, да, тоже могу озвучить. А я на него спросила дьявола, и тут карта сила, в полной силе дьявол. Ну, давайте не буду тут сильно мужчину это, знаете, рассказывать какие-то негативные истории про него, но, скажем так, манипулятор хороший, привлекательный, сексуальный, дьявольски привлекательный, харизматичный, умеет этим пользоваться. Ну, вот как-то так. Ну, в принципе, сильный мужчина, да. Другое дело, куда он эту силу направляет и как он это все использует. Экологично или токсично. А тут по-всякому, скорее всего, может. Ну, много и достоинств у него, да, не зря же вы в него изначально влюбились. То есть сила тоже эта карта такая, говорит о многом. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, что уносит старый год? Да, чем одарит новый? Что уносит старый год? Что он уносит? Чем одарит Новый год? Что уносит старый год? Чем одарит Новый год?
Что уносит старый год, чем одарит Новый год? Что уносит старый, чем одарит новый? Что уносит старый год, чем одарит новый? Что уносит старый год, чем одарит новый? Итак, что уносит старый год? Угу. Ух тышка. Ой. Да ты шо? Какие карты? Очень интересно. Прям так хочется вот... Сейчас уточню. Ух тышка. Так, очень интересно. Так, ладно. Так, девочки, сейчас все буду читать вам. Так, что уносит Новый год? Ой, старый, извините. Что уносит у нас старый год? Смотрите, кто-то из вас находился в таком ожидании, как будто бы в очень длительном ожидании. У кого-то незакрытая эмоционально-чувственная сфера. Так хотелось нежности, вот каких-то таких чистых взаимоотношений, прям юношеского чего-то такого. Ой, опять-таки. Но при этом мне показано, как будто бы это в вашей жизни, ну, на данном этапе, вот, может быть, вы этого хотели, но это... как ожидали этого. Вот тут барышня сидит на этой жердочке, да, а рядом какие-то вороны тут каркают, да, и как будто бы она ждет, она вот этого вот какого-то, ну, принца, не обязательно тут принца, в принципе, какого-то мужчину, может быть, подсознательно или осознанно, вот как будто бы ожидали. И для вас очень важно было вот эта вот чистота помыслов, проявлений. Но для многих так это как будто бы неустойчивое это положение, как будто бы вы этого так и не дожидались. Но этих проявлений, может быть, от мужчин. У кого-то элементарно это искренность, это нежность, заботы. Вот это все уходит. При этом мне показано, девочки, тут что-то, знаете, скорее всего, чего вы дождались, что было в вашей жизни. Карта Дьявол, карта Эрос и борьба. Мужчина выступает. Вполне возможно, мужчина какой-то, знаете, пытался, скажем так, навязать свои форматы, навязать какие-то, может быть, взаимоотношения. При этом он во взаимоотношениях скорее не проявлялся как заботливый, внимательный, ласковый. Да, вот вам этого хотелось, искренности. А скорее, как вот тут карта борьба с мечом. Пытался получать от вас, ну, карта тут Эрос, дьявол, это сексуальное влечение, это созависимые отношения, это какие-то, ну, абсолютно непрозрачные взаимоотношения. Тут какие-то могут быть манипуляции, опять-таки, желание получить, что он там от вас хотел получить, при этом это все не какие-то равноправные взаимоотношения, а опять-таки, ну, мужчина борется с женщиной, что-то доказывает, и сам от этого страдает, может быть, и вам приносит разочарование. Для вас это разбитое сердце, для вас это тут карта любовь, но тут еще у кого-то тройка мечей, тоже разбитое сердце, разбитые мечты, иллюзии, ожидания. И тут у меня Наполеон, как будто мужчина самоутверждался. Вполне возможно, он
был влюблен. Я не буду говорить, что не было, потому что как-то так как тут, знаете, как будто бы шансы давались на любовь. Тут, смотрите, двойка кубков. На самом деле мужчина к вам, мне кажется, испытывал очень серьезные чувства, эмоции, но тут какое-то такое у него, то ли характер такой, то ли вот это уязвленное какое-то самолюбие, то ли желание где-то даже вас на место поставить. Это все вместе. Тут какая-то такая больная любовь. Любовь токсичная по дьяволу, с зависимости. Все вместе. Тут такое какое-то, знаете, как острое блюдо. Очень много перца, очень много там всяких специй. Это капец. Тут после таких взаимоотношений тут будешь рад, что выжил, да, вообще. Хотя и любовь. Я не буду тут обесценивать это. Смотрите, любовь, двойка кубков, разбитое сердце, борьба, эрос, дьявол. У кого-то треугольники, отношения, может быть, наличие третьих лиц. В принципе, разбитые мечты, разбитые какие-то иллюзии. Такое, как будто бы действительно Вселенная, Боженька давал вам эти вот какие-то вот шансы. Можно было по двойке кубков правда и ценить, и создать что-то. А это так как-то нещадно разбивалось. Тут разбитое сердце, тут тройка мечей. При этом мужчине было очень важно быть вот этим вот Наполеоном. Хотя смотрите, какой Наполеон на этой лошадке игрушечной. По факту, человек, который берет ответственность, да, как император, это карта императора. Вкладывается, заботится, может быть, действительно на первое место для него в идеале, да, для человека, который берет ответственность, важны взаимоотношения, он ставит эти взаимоотношения на первое место, заботится, опять-таки, о женщине. А тут такое, как будто бы я сказал, будет так и будет так. Что-то какой-то бред тут такой, как будто бы могли сами разрушить. Я не хочу все на этого мужчину, сбрасывать, он тут во всем виноват. Но тут такой, как будто бы, я повторюсь, как гордыня, эгоизм, желание вот, чтобы было вот именно по его. Вот это вот все как будто бы это уходит из вашей жизни, это уносит старый год. Опять-таки, у кого-то это элементарно, вот это вот подвешенное состояние такое, если можно сказать, да, такое, которое, где в любой момент вы можете вот шандарахнуться вниз и ожидаете, и в таком состоянии, как будто бы стабильности точно не было. Вот это уходит. При этом уходит что еще? Состояние, повторюсь, такое какое-то. Тут карта лабиринты разума, тут карта горы, трудности, какие-то возможности, освобождение и игра. Я спрашиваю, игра уходит из вашей жизни? Да, карта башня, разрушается игра. То есть где-то, девочки, вы как будто примирялись, вот будто бы уже процентов на 90, может быть, для себя осознали и приняли там какое-то действительно правильное решение, что нужно двигаться дальше. Может быть, осознали, с чем вы столкнулись, разобрали по полочкам, карта горы, это какие трудности вы столкнулись, в чем где-то ваша ахиллесова пята, в чем вы уязвимы, почему вы, допустим, с этим мужчиной вот настолько увлеклись, да, настолько он для вас, может, роковым стал. При этом возможности, кто-то, да, действительно, как будто бы до последнего мог за эти возможности, не то что там цепляться, но хвататься, да, и не хотел упускать эти возможности. Но по факту, как будто бы вот эта вся история тут говорит о том, что на самом деле это какая-то игра была. На самом деле это игра в освобождение. Видите, тут красивая розочка, это вас так символизирует, ваша характеристика. И тут был хрустальный купол, и он как разлетается, освобождение. Но это показано, это у вас возможность есть освободиться, но вы как будто бы, может, не в полную силу, может быть, как боялись. И как игра, это не взаправду вы вот освободились. То есть где-то, повторюсь, эти еще какие-то там остаточные явления, они сохраняются. Где-то не до конца переболели, не до конца отпустили всю эту историю. Но уходит в этом году, да, уносит старый год вот эти вот какие-то игры даже, какой-то самообман, сами с собой, может быть страхи, боязнь отпустить, боязнь даже где-то опять-таки, может быть,
самой себе честно признаться, да, что нужно ставить точку, нужно идти дальше. Так. Девочки, вообще вот тут вот я еще доложила, но это уже как будто бы другой вопрос, да, чем одарит Новый год. Я все-таки заглянула и спросила, ну хорошо, если с этими играми тут покончено, что тогда, какие возможности? Вы воспользуетесь новыми возможностями? У меня тут дальше, девочки, как будто бы история. У кого-то тут повторится история. Не факт вообще, что с этим же мужчиной. Вообще не факт. Тут какие-то возможности. Дальше будем смотреть. Но тут у меня карта воздержания. И дальше у меня какой-то идет князь, княгиня. Смотрите, вы как пара с каким-то мужчиной идете. Дьявол, ценность, скоробей. Ну, у кого-то опять и вновь будет любовная история, какие-то отношения, но тут уже, знаете, князь и княгиня, это скорее как пара. Тут уже как будто бы у вас желание может быть, знаете, опять-таки сразу точки над «и» расставить. Если мужчина там будет вам лапшу на уши вешать и кормить вас завтраками, скорее всего, вы, понятно, можете там пофлиртовать, поулыбаться, но тут как будто бы вы уже свою ценность осознаете. Вполне возможно, тут у вас в новом году будет и страсть, и новая какая-то. Но мне так идет, что вы тут уже намного серьезнее будете относиться к выбору партнера и, скорее всего, будете смотреть на его поступки уже. Вот тут вот как-то так. Ну, тут, опять-таки, мне что-то между строк идет. Будете цвести и пахнуть по карте букет, романтика какая-то. То есть, кто там думает, что вот на этом вот поставили точку, и больше никогда вы к себе никакого мужчину не подпустите. Ну, кого-то разочарую, подпустите. Может быть, даже влюбитесь. Да, страсть какая-то будет. Романтика и желание, да, цвести и пахнуть. Так, хорошо. Ну, тут вот основной какой посыл, девочки, вот эти все какие-то разбитые сердца, ожидания вот-вот что-то изменится, какие-то возможности, которые все никак не берутся, как будто бы как вроде бы все понимаете, но до конца вот каких-то не принимаете решений. До конца вот как будто бы последний шаг не делаете. То есть оно как-то как не за правду. Вроде бы, это как говорят, все понимает, да, но а шагов не делает. Никакие шаги не делаете. Вот тут что-то такое вот из этой серии. И ситуация, она как тормозит, буксует. Вот может быть вот это вот уносит старый год. Как это модное слово прокрастинация, да? Когда все зависает, где вы осознанно, может быть, сами тормозите, неосознанно, осознанно. Вот это все уходит. Так. То есть вот эти игры сами с собой, которые вы там играли, тоже уходят. Может быть, более осознанные вы становитесь, более четко понимаете, что для того, чтобы я получила результат, хочу я, не хочу, мне придется выйти, может быть, из зоны комфорта. Мне придется приложить усилия, мне придется, превозмогая страхи, все-таки сделать какие-то шаги. Вот как-то так, девочки. Вот у кого-то прям шаги, рывки какие-то. Так, чем одарит Новый год? Ух ты, начало какое. Ой-то, ё-моё, что это такое? Чем одарит Новый год? Ух ты, какие змеи-искусители, яблочки райские, и тут влюбленные. Чем одарит Новый год? Ну, скучно вам тут точно не будет. Фух, прям я аж прям в забу дыхание сперло. Я когда увидела вот эти карты, тут, конечно, напряжненько будет, девочки. Но в конце сразу скажу, чтобы вы расслабились, да. В конце карта хранитель, ангел-хранитель. Вас выведут, спасут и будут оберегать, как будто бы вести. У вас тут впереди, девочки, будут испытания. Сразу говорю, этот год одарит Новый год. Ну, смотрите. Сразу мне показано
женщина красивая, но уставшая. Где-то вам придется отстаивать свое, может быть, место под солнцем, да, свои какие-то, может быть, права, тут оппозиция, кому-то что-то доказывать, элементарно, ну как, отстаивать саму себя. Карта Белая Ворона. Вполне возможно, тут карта оппозиция, Белая Ворона, это лишний раз вы найдете подтверждение тому, что, может быть, вот там, где вы сейчас находитесь, там ваше окружение, это может быть рабочие взаимоотношения, у кого-то это дом, также с домашними. Как будто бы вы поймете, у вас свой путь, своя дорога, лишний раз, опять-таки, какое-то подтверждение, что мне не по пути с этими людьми. Ни плохо, ни хорошо, просто, ну, я другая. Ну, вот, опять-таки. Тут, судя по вот этим картам, кто-то явно будет пытаться вас заставить, как по своим правилам играть. Вот тут такое. Ну, вот эта карта, давайте то, что приходит, да, я не буду тут смягчать, как-то украшать. Карта тупик, карта дом. Белая Ворона. Тут, скорее всего, мне идет такое, как будто бы у кого-то, может быть, придет осознание того, что, ну, не находите вы поддержки, может быть, там, у близких, домашних. У вас, опять-таки, свое видение, видение своей судьбы, призвание. По Белой Вороне, может быть, правда, лишний раз вы осознаете свой путь. Ну, ничего в этом плохого нет, да, это может и хорошо. Так, соперник, о чем это? Ой, девочки, а тут, если вы замужем, да, ваш супруг может ревновать. Тут ревность 100%. Тут появится какой-то мужчина, который будет у вас заинтересован, проявлять к вам интерес. И тут, смотрите, тут эти карты, о чем я говорила. Смотрите, вас он будет видеть такой соблазнительной, сексуальной, а он, как этот змей-искуситель, тоже будет на вас там поглядывать. Это как разговор такой, да. Я привлекателен, вы чертовски привлекательны, да. У вас есть то, что меня волнует и будоражит, да. Вот тут как-то так. И тут, девочки, идет карта влюбленные, тоже своеобразная. Смотрите, девушка, ее обнимает вот этот какой-то тоже тут змей-искуситель, и опять эти же яблочки. Это соблазн, это искушение. Девочки, тут у вас будет... Ну, по крайней мере, я не знаю. Соблазн будет 100%. И мужчина действительно какой-то в вашу сторону тут будет настроен решительно. В каком плане? В плане соблазнить вас, девочки. При этом, может быть, кстати, вы дадите ему отворот-поворот, так как тут у меня 10 мечей, пустыня, токсично. Может, вы для себя считаете, что вам это не нужно. Почему я так говорю? У кого-то опять по влюбленным это выбор. Выбор из 2 мужчин. Вы будете выбирать, взвешивать все. У кого-то вплоть до того, что может дойти прям до какой-то точки вот-вот невозврата, а потом, может быть, вы кто-то как одумается, кто-то вовремя поступит информация и взвесит все за и против. И тут, скорее всего, выберет свою зону комфорта. И вас, скорее всего, тут как ангел-хранитель, в любом случае, что бы вы ни выбрали, да, какой бы вы ни сделали выбор, вам говорят, вы сделаете правильный. На тот момент вы это сделаете правильный, вас ангел-хранитель выведет, вы сделаете правильный выбор. Почему еще тут такой нюанс? Потому что у кого-то действительно карта тупик и дом. Может быть, с супругом, с избранником вашим на тот момент будет ситуация тупиковая. И тут у кого-то действительно, как будто, знаете, ну, может, люди тупик. Расходятся, разводятся, друг другу дают время там пожить отдельно. Тут даже такое может быть, да. Ну, не зря, что тут этот соперник. Но тут очень много каких-то нюансов. Тут как будто будете выбирать из 2 мужчин. И ну, по этой карте, карта пустыня, да, мне как будто бы вы вроде бы, вот, знаете, вот уже вам их бы хотелось, конечно, эмоций каких-то, но у вас внутри как уже выжженная вот эта вот земля, как
и вы уже очень аккуратно будете смотреть на какие-то проявления, будто бы уже вы не будете верить особо тут. Может быть, будете сравнивать, анализировать поступки, проявления мужчин. Тут десятка мечей, может быть, даже какие-то поступки мужчин вы будете смотреть и понимать, что вау, этот мужчина делает мне больно, и в перспективе он мне может сделать еще больнее, да? Я не хочу такие форматы проигрывать. Как бы мне там не хотелось, опять-таки, любви, страсти, но я не готова жертвить. Опять-таки, тут какие-то токсичные, карта токсичная, яд проявления. И тут, видите, мужская рука и карта кукла. Женскую эту фигурку пытается как в золотую клетку посадить. То есть будут попытки какого-то мужчины вас, ну, скажем так, опять это манипуляции, опять это какие-то тут абьюзивные нотки, попытки вас, может быть, ограничить в чем-либо. У кого-то это в прямом смысле, может, мужчина даже не захочет там, чтобы вы там лишний раз где-то в социуме появлялись, блистали, да, закрыть в 4 стенах. У кого-то это материальное ограничение. Но мне в любом случае, мне показано, вы будете выбирать. И у кого-то тут тоже как предупреждение показано, вы можете выбрать эту зону комфорта, но при этом вам показывают, тут тоже очень много нюансов. Тут, видите, золотая эта рыбка, это лишний раз подчеркивает вашу ценность, девочки. Это о том, чтобы себя не обесценивать. Уже подумайте, за вас тут 2 мужчин будут, ну, не знаю насчет сражаться, но желание вас не потерять будет у 2 мужчин. Так вот, золотая клетка, золотая клетка, а тут золотая рыбка в этом полиэтиленовом пакетике, видите, подвешена. Подвешена над тут какими-то кольями. То есть в любой момент этот полиэтиленовый пакетик, он может прорваться. Эта золотая рыбка, ну, как минимум, может тут на эти колья, да, упасть. Или остаться без этой воды. Тут, девочки, между строк вам говорят, кого бы вы ни выбрали, вам все равно нужно позаботиться о себе. О своей безопасности, о своей, может быть, даже материальной, да, безопасности. Какой-то у вас должен быть там запас прочности, я имею в виду. Может быть, правда, материально там какие-то сбережения должны у вас быть. Должны быть какие-то у кого-то, ну не буду говорить там пути отступления, но варианты там элементарно даже близкие друзья, где вы могли бы какое-то время, может быть, пожить. Вот я об этом. Вот какие-то варианты вы должны рассматривать. Потому что в любой момент тут вам говорят, что это зона комфорта, это может как мыльный пузырь, все, бах, и исчезнуть. И вы очень будете уязвимы. Но вот эта последняя карта, повторюсь, хранитель. Видите, красивая очень карта, как вас оберегают, вас ведут и вас выведут. Да. Правильной дорогой идете, товарищи. Но вам нужно пройти этот путь. Так, даже не знаю, что спросить еще. Чем дарит Новый год? Тут у кого-то такие страсти испанские. Итальянские, испанские, уже не знаю. Так, все-таки по этой зоне комфорта мне хотелось бы что-то еще уточнить. Дарит Новый год. Ну, у кого-то тут женщины будут все взвешивать, и в конце концов, повторюсь, вы не проиграете, вы выберете стабильность, вы выберете, видите, тут женщина, она проигрывается как княгиня, да, сидит в роскошном тут кресле каком-то, замок, на голове там чуть ли не корона, бархатное платье. То есть, ну, вы уже не наивная, недоверчивая девочка, скорее всего, тут уже включите вовсю у кого-то практичность, у кого-то здравый рассудок, да, и сможете вот разобраться в этих всех каких-то хитросплетениях, вот этих токсичный яд, тут какие-то манипуляции, желание вас как ограничить. Так. Я спрашиваю, вы позволите? Тут, видите, карта, она очень своеобразная, она меня все-таки чуть напрягает. Видите, красивая девочка в платьюшке, и тут как игрушечные бегают тут человечки. Этот ножик, он как игрушечный, но он ее как заживо, получается, режет, разрезает от нее. И она вроде бы как бы сама смотрит на это в таком как ужасе и не понимает, что с этим делать. Ну, десятка мечей.
он как часть этого платьюшка отрезает. И я спросила, вы позволите вот это как будто бы, ну, так вот проявляться кому-то? А тут у меня вышла карта защиты. Нет, повторюсь, вы уже научены опытом, вы уже тут будете с самого, может, первых дней даже где-то себя отстаивать. Как будто бы женщина уже включилась вовсю, говорит, мне так тяжело в свое время, может быть, далась это, ну, у кого-то свобода, у кого-то это желание жить своей жизнью по белой вороне. Желание, знаете, как будто бы я не лезу к вам, вы живете как хотите, ну и дайте мне эту возможность. Я там не претендую на ваше ограничение свободы, но я свою свободу тоже хотела бы сохранить. Вот, и тут вот вы будете защищаться. Тут карта защита, тут карта оппозиция. Ну, тут молодцы, вы себя в обиду не дадите. Так, Новый год. Мне показано, из вашей жизни уйдут люди, ну, так называемые, может быть, друзья, которые числятся друзьями, да, вот мне еще показали. Люди, которые, может быть, к вам обращаются, когда там скучно, когда там нужна поддержка ваша, да, а может быть, когда вы нуждаетесь, да, то их нет. Вот из вашей жизни эти люди уйдут. Тут развилка, отторжение. Может быть, в очередной раз они появятся на вашем пороге, а тут карта отторжения. Вы, может быть, как-то очень холодно отреагируете, ну и, скажем так, не будете больше поддерживать взаимоотношения. Если в прошлом, может быть, там, ну, закрывали глаза, там все понимали, но закрывали глаза, да, и для чего-то общались, какую-то иллюзию дружбы создавали, держали, продолжали создавать, то сейчас мне показана карта развилка. Разойдетесь, ваши пути дороги расходятся. Ну, и показано для вас это нормально. Скорее вы будете больше сфокусированы, у кого-то кольцо, личная жизнь, там семья. Тут карта жадность, смерть. Вам просто смерть, это в данном случае это трансформация, переход, это желание, может быть, реализации, желание достичь чего-то, желание свои мечты воплотить в реальность. Карта жадность, я тут не буду считывать это как желание наживы, там, алчность какая-то. Хотя у кого-то тут элементарно желание действительно, может быть, улучшить свое материальное положение. Почему нет? Ну, повторюсь, тут у вас как будто бы ваше мировоззрение меняется, это Новый год, одарит Новый год, на себя по-другому посмотрите. Может, настолько вам карта жадность захочется вот в этот год вот воплотить свои какие-то мечты, прямо эту трансформацию, может быть, завершить, да, вы как вот, как бабочка прекрасная, да, из кокона вылетите. Ой. Да. И все у вас будет хорошо. Так, девочки, ну что-то мне такие карты идут. Как будто бы будет год нелегкий, сразу говорю. Очень много будет тут эмоциональных каких-то происшествий, выяснение отношений, даже отстаивание себя, выбор тут из двух мужчин. При этом, в конце концов, вас выведут. И все у вас будет хорошо. Все. Вы уже достаточно мудрый, да, и тут женщина, на самом деле, вы уже знаете, чего вы хотите, и еще лучше и больше вы знаете, чего вы не хотите, каких вы не хотите, там, повторения сюжетов, вариантов из прошлого, да. Все, девочки, еще раз всех с наступающим, спасибо огромное за то, что вы со мной, всем счастья, любви, удачи. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но и те, кто уже подписан и все это делают, большое вам спасибо, умнички.